Приветствую всех зрителей и особенно подписчиков моего канала. Я искренне вас поздравляю, потому что вы дождались. Представляю вам новый альтернативный сюжет. В аниме Боруто есть арка, где Саски и Боруто попадают в прошлое. Идея классная, но реализация, как по мне, слабая. Я захотел поделиться своим видением того, какой должна была быть эта арка. Прошу не судить строго, я не писатель и уж тем более не мангака. А сюжеты я делаю для своего удовольствия и вашего досуга. Над реализацией этого сюжета работали очень много ребят, но просить заранее лайки и поддержку я не буду. Давайте вы сами сначала посмотрите сюжет, а дальше вы сами решите, поддерживать этот ролик или же нет. И будут ли выходить подобные сюжеты, также зависит от вас, и об этом вы узнаете в конце видео. А пока, желаю приятного просмотра. Итак, Оцуцуки пытается украсть древнюю реликвию, которую нашли на морском дне. После победы над Шиноби Канохи, Урашики подавил свою чакру, из-за чего Наруто не мог его обнаружить с помощью своей сенсорики. Большинство людей пошли искать Урашики вне Канохи, поэтому в самой деревне осталось мало шиноби. Но тем не менее, чтобы не рисковать, Урашики нашел и победил двоих. Угрожая убийством одного из них, он выяснил, где находится дом Хокаге. Получив нужную информацию, Оцуцуки, не теряя времени, пошел к дому Узумаки и в небольшой стычке с Хинатой вышел победителем. Времени у него крайне мало, поэтому он обезвредил Хинату и взял в заложники Химавари, так как ребенок не сможет оказать сопротивление. Это его запасной план в случае, если что-то пойдет не так. Тем временем Боруто и Саски догадались, что возможно Урашики всех обманул. Осмотревшись в деревне, они нашли побежденных им шиноби, которые рассказали о том, что семье седьмого Хокаге угрожает опасность. Саски связался по рации с Наруто, и все они, а точнее Боруто, Саски и Наруто, ринулись к дому. Там они обнаружили Хинату без сознания, а также они поняли, что Химавари похищена. Боруто остался с матерью, чтобы ей помочь, а Наруто и Саски решили пойти в институт археологии. Боруто предположил, что именно туда мог пойти Урашики. Наруто, ты уверен? Урашики может устроить засаду. Если он извлечет Девятихвостого из твоего тела, мы не сможем его остановить. Я понимаю это, но мы не можем рисковать. Мы понятия не имеем, что из себя представляет реликвия, которую он ищет. Если Урашики не побоялся проникнуть в Каноху, то это значит, что то, зачем он пришел, стоит этого риска. И более того, у него моя дочь Саски. Я понимаю. Думаешь, эта реликвия как-то связана с Оцуцуки? Мы не знаем наверняка. Однако, если это так, проблем нам не избежать. Поэтому надо рискнуть. Наруто и Саски не знали, что может сделать Урашики с помощью реликвии, поэтому решили действовать решительно. Придя на место, они обнаружили, что он переливает свою чакру в странную черепаху, а Химавари лежит без сознания. Вы немного опоздали, ребята. Девочка заждалась вас. Ублюдок, как ты можешь впутывать в это невинное дитя? Прошу, не надо так говорить. Все зависит от ваших действий. Если не будете мешать, девочка продолжит сладко спать. В обратном случае у Хокаги останется только один ребенок. Подонок! Наруто и Саски не понимали, что происходит. Черепаха излучала странный свет. К сожалению, в данный момент мне не хватает сил, чтобы вас победить. Но всегда есть другой вариант. Что ты собираешься делать, Урашики? Мои планы не изменились, Учиха Саски. Просто стойте, где стоите, никто не пострадает. Саски внимательно смотрит на Химавари и хочет воспользоваться именно Таджикарой, но он также заметил, что Урашики прицепил к девочке крючок от своей удочки, и любое перемещение может ей навредить. Мне знаком этот взгляд. Не рекомендую меняться с ней местами. Если ты это сделаешь, мой крючок вытащит всю ее чакру, и она умрет. Черт, он знает, как работает мой глаз. Наруто и Саски ничего не остается, кроме как подчиняться указаниям Урашики. Тем временем Химавари пришла в себя и смотрит на своего отца. Что происходит? О, малышка проснулась. Не ожидал. Думал, ты до утра будешь спать. Не переживай, Хима, все будет хорошо. Папа тебя защитит. Урашики смотрит на Химавари и понимает, что может раз и навсегда избавиться от Наруто и Саски. Спасешь, говоришь? Давай проверим. Урашики кидает в телепорт Химавари легким взмахом руки. Наруто и Саски ошеломленно смотрят на его действия, не в силах предугадать, что он собирается делать. Что ты сделал?
Урашики хочет отправить Наруто в прошлое и таким образом разделить его с Саски. Вместо чакры Девятихвостого ему вполне сгодится чакра других хвостатых, поэтому он решил пожертвовать Лисом. Однако он не мог рассчитать все, и поэтому Наруто молниеносно атаковал Урашики и вместе с ним прыгнул в странный свет. Саски также вошел в портал, потому что он понимал, что без него они не смогут вернуться назад. Зайдя внутрь, Саски видит следующую картину. Наруто создал несколько клонов и окружил ими Химавари, тем самым обеспечил ей защиту, пока настоящий Наруто стоит напротив Урашики и готовится к бою. Вот это скорость, Хокаге. Теперь понимаю, почему Кагуя проиграла. Наруто, мы не знаем, где мы находимся и к чему это приведет, так что будь готов ко всему. Понял тебя, Саски. Начав схватку, Наруто и Саски начинают доминировать над Урашики. Черт, в таком темпе я долго не продержусь. Нужно что-то придумать. Урашики хочет воспользоваться Химавари, чтобы хоть как-то уравнять битву, однако в момент атаки Саски использует Аминотаджикару и меняет себя местами с Оцуцуки. И зная, что Саски так сделает, Наруто заранее направил свою следующую атаку в то место, где находится Саски. Сделано это было для того, чтобы Урашики точно не успел увернуться от удара. Цель поражена, и Урашики полетел в сторону черепахи и толкнул ее. Нет, это перебор. С одним я кое-как смогу справиться, но двоих точно не осилю. Урашики заметил, что он уронил черепаху и тем самым сменил координаты. Пора вносить правки в планы. Урашики высвобождает огромное количество песка из своей урны, которую он украл у Гаары, и тем самым раскидывает всех с арены. И все падают вниз. Саски использовал Сусану, чтобы быть готовым к неожиданной ситуации. В то же время он также решил взять ту странную черепаху, что использовал Урашики. Спустя пару мгновений они упали в лес, похожий на обычный лес страны огня. Наруто не чувствовал присутствия Урашики. Папа, мне страшно. Где мы? Не переживай, Хима, все будет хорошо. Мы обязательно вернемся домой. Пока Наруто успокаивал свою дочь, Саски решил разведать и изучить местность, и выйдя из зарослей леса, Учиха обнаружил нечто странное, нечто, что его поразило. С удивлением он окликнул своего друга. Эй, Наруто, посмотри на это. Что там, Саски? Ты выяснил, где мы находимся? Наруто подошел к Саске и заметил здание, внешне смахивающее на дома Канохи. Очень знакомое место. Наруто удивился, он очень сильно удивился. Также он почувствовал присутствие одного очень знакомого ему человека. Глянь еще дальше, Наруто. Похоже, что мы попали в... Прошлое. Мы попали в прошлое. Что-то не так, Наруто? Ты на себя не похож. Я чувствую чакру. Очень знакомую чакру. Он в деревне. Ошибки быть не может. Саски удивился, и его сомнения отпали на корню. Он прекрасно понимает, что Наруто чувствует как чакру, так и негативные эмоции человека. Именно поэтому ошибаться он не может. Однако, несмотря на это, он начал рассуждать, зачем все это сделал Урашики. Судя по всему, Урашики хотел забрать Девятихвостого в прошлом, потому что знал, что в настоящем времени ему нас не победить. Держи эту черепаху при себе, Саски. Что-то мне подсказывает, что это единственный ключ домой. Саски осмотрелся вокруг и не заметил ни шиноби, ни обычных граждан. Где все? Почему улицы пустуют? Я чувствую, что все люди находятся на месте, где раньше стояла арена, где проходил финальный этап на экзамене Чунина. Постой, Наруто. Если сейчас идет экзамен на Чунина, быть может, там находишься ты из этого времени. Именно так, но я практически не чувствую свою чакру. Видимо, прямо сейчас идет мой бой с Неджи, где он с помощью 64 касаний небес лишил меня чакры. Если это так, нам немедленно нужно идти туда. Потому что Урашики захочет забрать Кураму. Наруто взял в руки Химавари и вместе с Саски направился на стадион, где проходил последний этап экзамена. По пути Саски объясняет Наруто, что им ни в коем случае нельзя вмешиваться во временную линию, ибо это может вызвать последствия в будущем. Наруто с этим согласился, но также подметил, что это будет крайне сложно, потому что скрытно сразиться с Урашики точно не удастся, особенно если учесть, что он может напасть в любую секунду. Дойдя до арены, Наруто и Саски наблюдают за тем, как бьются молодые версии Наруто и Неджи. Помнится, я не смог посмотреть на этот бой. Да, ты был занят тренировкой. Слушай, если сейчас Урашики нападет, то это будет самый неудачный момент для битвы. С минуты на минуту песок и звук начнут вторжение в деревню и начнется суматоха. А учитывая то, что нас никто не узнает, они все подумают, что мы враги из вражеской деревни. Урашики точно вот-вот уже нападет. А насчет вторжения, ты вежливо объяснишь Орочимару, что ему не стоит делать глупых вещей.
Саски понял, что Наруто имеет в виду. План заключается в том, чтобы с помощью гиндзюцу напугать Орочимару и дать ему понять то, что ему ни в коем случае нельзя начинать вторжение. Но даже так вторжение перенесется, и мы точно повлияем на ход истории. Нет, мы полностью избавимся от этого дня и сделаем так, как будто он и не наступал. Что? О чем ты говоришь? Наруто и Саски почувствовали присутствие Урашики. Он витал над ареной. Другие люди тоже заметили странного летающего человека. А вот и ты, Лис. А? Кто это? Он пришел ко мне? Этот чужак пришел за девятихвостом внутри Наруто. Нужно вмешаться. Урашики ринулся в сторону Наруто и попытался схватить его за глотку. Экзаменаторы, да и все те, кто наблюдали за боем, ничего не понимали. Хирузен не смог среагировать на скорость Урашики. Что это за скорость? Я не успеваю. Наруто ударил Урашики и спас самого себя. Удар был достаточно сильным, чтобы впечатать Оцуцуки в стену. Что? Что только что произошло? Я почти ничего не увидел. Мелкий Наруто увидел перед собой взрослого мужчину, стоящего к нему спиной. Эй, старик, ты кто такой? Приглядевшись в плащ, молодой Наруто замечает надпись, а именно «Седьмой Хокаге». Старик? Знаешь, мне всего-то 32 года. Взрослый Наруто обернулся и посмотрел на себя молодого. Хороший бой. Он... Хирузен и остальные тоже в недоумении. Перед Орочимару, что скрывается за образом Казакаги, появился Саски и за мгновение использовал гиндзюцу и тем самым не дал ему начать вторжение. Хирузен вышел на арену и пытается понять, что происходит. Кто вы такие и что вы здесь делаете? Наруто посмотрел на третьего Хокаге и сказал. Меня зовут Узумаки Наруто. Я седьмой Хокаге деревни Скрытого Листа. Сказать, что все, кто был на арене, были удивлены этому заявлению, ничего не сказать. Что он задумал? Что ты только что сказал? Хоть Хирузен и видел схожести с молодым Наруто, он все равно не мог в это поверить. Что за бред? Почему я должен тебе верить? Потому что это правда. Наша чакра есть в базе данных, и вы можете ее идентифицировать. Я стану седьмым Хокаге? Я, конечно, всего ожидал, но это... Вы хоть понимаете, что вы натворили? Я не хотел сильно влиять на поток времени, но раз вы так далеко зашли... Ты о нас не переживай. На поле боя также появились Какаши и Саски. Первый почувствовал странный всплеск чакры и решил поспешить на арену. Эй, старик! В смысле, ты это я? Поговорим потом. Как это потом? Я сейчас хочу! Ты тупой, что ли? Не видишь перед собой странного чудака с белой кожей, который пытается украсть тебя? Ты кого тупым назвал? Сам тупой! Идиот. Молодой и взрослый Саски переглянулись. Мелкий понял, что перед ним стоит его взрослая версия. Столько всего он хотел узнать у взрослого себя, однако спросить никак не решался. Он боялся, что это пошатнет его судьбу и не хотел чего-то менять. Для него сам факт того, что он дожил до такого возраста, уже означало то, что он в какой-то степени победил. Переглянувшись, взрослый Саски подошел к Наруто. Я не знаю, что ты задумал и зачем раскрыл наши личности, но если план провалится, то знай, что мы изменим абсолютно все наше прошлое, и это критично отразится на будущем. Не переживай по этому поводу. Лучше сосредоточься на Урашике. Мне вот интересно, если я убью ту розоволосую девушку, родится ли твоя дочь, Саски? Урашики смотрел на Сакуру, что сидела на трибунах. Или же родятся ли твои отпрыски, если я убью их мать в прошлом, Узумаки Наруто? Урашики смотрел на Хинату, что также сидела на трибунах. Обе девушки поняли, что взгляд иноземца был прикован к ним. Я не позволю тебе и пальцем кого-то тронуть. У меня появилась идея получше. Урашики создает огромную темную сферу, с помощью которой он хочет уничтожить стадион. Давай, Узумаки Наруто, защити жителей. Ты ведь Хокаге, это твоя обязанность. Дело плохо. Эта сфера напоминает технику Мамашики, благодаря которой он уничтожил целый стадион. Да и то взрыв не разошелся по Канохе только благодаря Наруто. В прошлый раз ты смог защитить жителей, но на этот раз все будет по-другому. В этой сфере находится вся чакра, что я собрал за все время. Попробуй ее подавить. Что это за ужасающая мощь? Такой силы не было даже у первого Хокаге. Все люди в ужасе пытаются покинуть стадион. Орочимару и остальные отменили свое вторжение в деревню и также решили уйти с поля боя. Эй, Наруто, даже если мы примем этот взрыв на себя, мы все равно не сможем подавить его полностью.
Что будем делать? Саске, мне понадобится твоя чакра! У тебя есть план? Да, есть у меня одна идея. Урашики ушел в свой портал и таким образом скрылся. Тем временем Саски стоял рядом с Наруто, который использовал аватар Курамы. Саски приказал всем тем, кто находится на арене, встать позади Наруто, дабы ему не мешать. Когда мелкий Наруто и Саски увидели мощь взрослого Наруто, силу, что сочилась из него вместе с его чакрой, они были потрясены и обескуражены всем тем, что сейчас происходит на их глазах. Это будущая сила Наруто? Я не могу поверить, что человек может обладать такой силой. Сила Хаширамы Сенджо, которого звали богом Шиноби, меркнет перед тем, что сейчас происходит. Огромная жизненная сила Курамы и Наруто поразила каждого, кто находился на стадионе. Аура, что окутала каждого, давала им понять, что Наруто сможет всех защитить. Она была теплой и успокаивающей. Люди ощущали себя в безопасности. Это сила. Через что ты прошел, чтобы ее получить, Наруто? Давай, Саске! Взрослый Саски воспользовался доспехами Сусана и окутал все хвосты Наруто своими крыльями. Все увидели Рениган Саски и также поразились этому. Не может быть. Это Рениган, глаз бога. О чем вы, господин Хокаге? По легенде, эти глаза принадлежали мудрецу шести путей, создателю мира Шиноби. Все с шоком в глазах смотрели на Саски и Наруто, что стоят перед ними, и задавались вопросом. Тогда кто же перед нами? Молодой Наруто, да и тот же Саски, не могут выдавить из себя даже звук. Они просто молча смотрят на то, что перед ними. Что должно случиться, чтобы я и Наруто получили силу бога? Не могу поверить своим глазам. Я стану Хокаге. Тем временем, Наруто и Саски сосредоточили все свои силы на защите. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, иначе вся Конохо будет уничтожена. Это должно сработать. Наруто кругом окутал весь стадион, а также Саски с помощью своих доспехов дополняет его защиту. Однако в самом эпицентре есть небольшая дыра, через которую как раз таки выйдет взрыв. Все с удивлением смотрели на это, и как вдруг произошел сильный взрыв. Масштабы взрыва колоссальные, и действительно, не предотврати его Наруто и Саски, большей территории страны огня пришел бы конец. Все радовались тому, что они пережили такое. Однако на их лицах была только одна эмоция. Перед ними стояли люди, что способны удержать и пережить подобный взрыв. Они смотрели на них как на богов, достойных почитания и поклонения, дабы они не стерли их с лица земли. Однако страх перед неизвестной силой тут же спал на нет благодаря притягательной и лучезарной ауре Наруто. Рядом с ним все чувствовали себя в безопасности, от него веяло непоколебимой уверенностью. А тем временем Саски анализировал, куда мог пойти Урашики. Мы найдем его. У него не могло остаться много чакры, а это значит, что победить его не составит труда. Наруто с помощью своей сенсорики решил осмотреться, однако его охватил страх из-за того, что он никак не мог почувствовать чакру Химавари. Нет, Хима. И я не чувствую ее чакры в стадионе. Да и в Конохе тоже. Также, изучив ближайшую территорию, Наруто не смог уловить еще одну чакру. Его лицо выражало тревогу и опасения. Что случилось, Наруто? Что с тобой? Не я был его целью. Воспользовавшись суматохой, Урашики обманул всех. Пока мы были заняты взрывом, он забрал другого Джинчурики и Химавари. Гара. Вместо Десятихвостого он решил забрать Однохвостого и в качестве заложника взял с собой еще и Химавари. Это я виноват. Позволил себя так обмануть. Иначе было никак. Урашики знал, что силой ему нас не одолеть. Но если мы поторопимся, то сможем спасти Гаару и Химавари. Да, ему где-то нужно засесть, чтобы высосать силу Шукаку из Gaары. А это не быстрое дело. Я сосредоточусь на поисках. Тем временем, в далеком уголке Урашики сковал Гаару и потихоньку высасывал из него чакру. Химавари смотрела на это и не знала, что ей делать. Она слышит, как орёт Gaara от боли, но не знает, как ему помочь. Она даже не связана, потому что Урашики понимал, что девочка ничего не сможет ему сделать. За то время, что Цуцуки высасывал силу Шукаку, он смог восстановить свои запасы. Урашики не обращал внимания на слова Химавари и просто продолжал высасывать чакру. Тем временем Наруто смог обнаружить местоположение Урашики. Мы немедленно выдвигаемся. Нужно поторопиться, иначе мы можем не успеть. Без лишних вопросов Саски создал доспех Сусана и вместе с Наруто взлетел ввысь. В моменте Наруто заметил на крыше своего учителя. Через улыбку Джирайя смотрел на Наруто и сопровождал его взглядом, наполненным гордостью. Тем временем Урашики продолжал высасывать чакру. Прошло уже достаточно много времени. Наруто и Саски вот-вот настигнут их.
Превосходно. Еще чуть-чуть, и у меня будет достаточно сил, чтобы победить этих двоих. Химавари хотела любым способом хотя бы ненадолго остановить высасывание чакры из Гаары. Ей было больно наблюдать за этим. И вместо обычных криков она решила пойти иным путем. Тебе не удастся победить моего папу и дядю Саски! Умолкни, малявка. Просто сиди смирно и не пострадаешь. Папа побеждал врагов и посильнее тебя! Я сказал тебе закрыть свой рот. Ты только и можешь что бегать и прятаться от папы и дяди Саски! Ты жалкий трус и слабак! Я сказал закрыть свой поганый рот! Урашики дал пощечину Химавари, но из-за того, что он набрался сил благодаря чакре Шукаку, он не смог рассчитать силу своего удара. Вот что бывает, когда действуешь мне на нервы. А теперь встала и подошла сюда. Химавари не реагировала на слова Урашики, она даже не двигалась. Урашики подошел к ней. Ты уже действуешь мне на нервы. Я сказал встать! Он хватает Химавари за шиворот и понимает, что она без сознания. А также он замечает, что оставил на ней сильную рану. Ха-ха-ха, ну ничего себе. Походу я не рассчитал силу удара и случайно сломал тебе челюсть. Вы, людишки, такие хрупкие. Позади Урашики появляется Наруто с ужасающей злобной аурой. Урашики понимает, кто стоит за его спиной. Он также прекрасно видит всю картину. Немедля он бросил Химавари и резко отпрыгнул назад, чтобы увеличить дистанцию. Это было близко. Мне надо быть начеку. Саски также подоспел к Наруто, и он взял Химавари на руки. Он посмотрел на Наруто и увидел эмоции на его лице, которых не видел никогда в своей жизни. До ужаса злобный взгляд, направленный на Урашики, пугал даже самого Саски. Радуйся, что она не умерла, Лис. Не болтая на попусту, такого бы не произошло. Наруто просто стоял и продолжал сверлить бешеным взглядом Урашики. Наруто, я понимаю, что ты сейчас испытываешь, но не теряй над собой контроль. Чакра Наруто также была переполнена яростью и злобой. Курама был в таком же состоянии, что и Наруто. Он жаждал крови Урашики. Всеми фибрами своей души он желал его смерти. Наруто, приди в себя, не поддавайся эмоциям. Саски, она моя дочь. Моя дочь! Ужасающая чакра Наруто создает ударную волну, что откидывает все и вся, что находится рядом с ним. Что за ужасная чакра? Он был способен на такое? Я убью тебя! Наруто молниеносно появляется рядом с Урашики. Что? Я не поспеваю за его движениями? Наруто стоял на расстоянии вытянутой руки от Урашики. Позитивная и добрая аура сменилась на монструозную, ужасающую чакру, что всех присутствующих рядом с ним заставляло впадать в отчаяние. Урашики понимал, что Наруто не оставит его в живых. Он хотел сбежать от него, но он не мог. Его тело не слушалось его. Наруто своим присутствием заставлял его дрожать от страха. Умри! Наруто сконцентрировал всю свою силу в левом кулаке. Беги! Беги же, скорее! Наруто ударил Урашики с максимальной силой и создал огромный кратер. Урашики от Сацуки был стерт с лица земли. Единственное, что от него осталось, это разбросанные куски плоти, которые придется искать по всей округе. После Наруто немного пришел в себя и принялся лечить Химавари. Саски освободил Гаару, и вместе они подошли к Наруто. Ты истратил почти всю чакру. Я уверен, что твоя рука сломана от такой нагрузки. Все хорошо, мне многого не надо. Главное помочь Химе. Наруто был сильно подавлен тем, что он не смог защитить свою дочь. Он не сумел сдержать свое слово. Сейчас я не способен воспользоваться вечным Цукуйоми. Мне потребуется время, чтобы восстановиться. Вечное Цукуйоми, значит. Так ты решил удалить этот день из воспоминаний всех людей? Да, но из-за моих выходок нам придется здесь задержаться на небольшой срок. Прости меня, Саски. Я позволил эмоциям взять над собой верх и чуть не провалил всю миссию. Тебе не за что извиняться, уверен, я сделал бы то же самое. Саски смотрел на подавленного Наруто, и он кое-что придумал. Я верну Гаару в Каноху, побудь с дочкой, я скоро вернусь. Наруто молча кивнул и продолжал лечить Химавари. Саски ушел, и спустя время Узумаки вылечил свою дочь, и та крепко спала. Когда Саски вернулся, Наруто заметил рядом с ним Джираю. Выходит, ты действительно дитя из пророчества, что принесет мир? Наруто в недоумении смотрел на своего учителя. Это я его позвал. Также я немного рассказал ему о твоих достижениях. 7-й Хокаге, Узумаки Наруто. Уверен, Минато бы гордился тобой. Джирая-сенсей, зачем вы? Джирая-сенсей, ты сильно изменился.
Обычно ты зовешь меня извращенным отшельником. Те времена давно прошли, учитель. Но ты ведь остался прежним, правда? Что? Что вы имеете в виду? Глядя на тебя, я вижу все такого же ребенка, что смог исполнить свою мечту. И я не думаю, что ты изменился. Я думал, что да, но сегодня убедился в обратном. Наруто, ха-ха, а ты действительно повзрослел? Задумчивым взглядом смотря на него, прошептал он, но затем нахмурился и строгим голосом продолжил. Вот только как был дураком, так им и остался. Прокричал старик и ударил Наруто по голове книгой, которую все это время держал в руках. Твое стремление защитить всех всегда было похвальным, но это также было тем, что меня в тебе всегда беспокоило. Ты не идеален, Наруто. Ты в первую очередь человек. Как и всем людям, тебе свойственно ошибаться, испытывать гнев и ярость. И занимая пост Хокаге, тебе не раз придется столкнуться с ситуациями, когда тебе нужно будет убить или быть убитым. Но не позволяй чувству вины поглотить тебя. Наруто, которого я знаю и которого вижу сейчас перед собой, всегда будет искать свой путь и идти по нему, невзирая ни на что. Лучше изучи свои ошибки и постарайся их больше не допускать. Вы, как всегда, правы, Джирайя-сенсей. Я рад, что встретил вас. Давай не будем о грустном. Лучше расскажи мне, что случится в будущем. Сколько раз я получу звание лучшего писателя? Боюсь, что единственный ваш фанат — это Какаши-сенсей. Диалог с Джирайей помог Наруто, и он подумал, что можно проведать еще одного человека. Саски, выдвигаемся. Куда это ты собрался? Сам увидишь. Саски не понимал, куда это они идут, однако не стал противиться и пошел с Наруто. Спустя несколько часов перед ничего не подозревающими Кисами и Итачи стояли Наруто и Саски. Судя по их виду, Кисаме понял, что они настроены враждебно. Узумаки использовал Курама Мод и выпустил небольшую ударную волну из чакры. Итачи и Кисами были оглушены этой силой. Кто они такие? Вот это силище! Все мои инстинкты велят мне бежать отсюда со всех ног. Самихада дрожала от перевозбуждения. Она очень хотела заполучить такую чакру. А Итачи быстро включил свой шаринган. Хашигаки Кисаме, ты нам не нужен. Услышав это, Итачи насторожился и думал про себя. Они пришли за мной? Зачем? Их кто-то нанял? Очень жаль, но напарника и не Наруто ударом вырубил Кисаме. Я знаю, что не бросишь. Поэтому ты и первоклассный шиноби, что готов умереть за миссию. Итачи был в шоке от того, что увидел. Перед ним человек, что способен за мгновение ока вырубить Кисаме, которого прозвали бесхвостым Биджу, за один удар. Он по максимуму пытался проанализировать ситуацию, однако увидев врага в действии, все надежды на победу исчезли. Поэтому единственный вариант – это бежать. Итак, от лишних ушей избавились, можно теперь и поговорить. Наруто вышел из Курама Мода, подобрал Кисаме и Самихаду, а после убрал их с дороги. Пока он это делал, Итачи заметил на его спине надпись. Седьмой Хокаге? Что за бред? Кто они такие? Приятно снова тебя увидеть, старший брат. По всему телу Итачи пробежал дрожь. Он повернулся и посмотрел на второго незнакомца. Как ты меня назвал? Ты известен по всему миру как Учиха Итачи, что истребил свой клан и стал ниндзя-отступником из организации Акацуки. Сзади подошел Наруто и продолжил слова Саски. Однако это не так. На самом деле, ты герой Канохи, что отдал все ради своей деревни и защитил своего младшего брата. Итачи молча слушал незнакомцев. Его сердце билось все чаще, а на лице появился пот. Все в порядке, брат. Я пришел сюда, чтобы показать результат всех твоих трудов. Саски сложил печати и воспользовался гиндзюцу. Через нее он показал своему старшему брату все, что случится в будущем. То, что мир во всем мире достигнут, люди живут в гармонии, а также то, что у него есть внучка. Через воспоминания Саски, Итачи сутками просто наблюдал за тем, как проходит жизнь его брата и семьи. Он не мог сдерживать слезы. Его счастью не было предела. Увидев будущее, Итачи вернулся в реальность, и он упал на колени. Наруто подошел к нему, положил руку на плечо и сказал: «Спасибо вам за все, Итачи-сан. Без вас мы бы не победили». Итачи требовалось время, чтобы прийти в себя, и поэтому они сидели и разговаривали. Под конец Итачи сказал: «Я одного не пойму. Зачем вы все мне это рассказали? Разве не будет последствия того, что я знаю будущее?» Нет, мы с Наруто наложим на всех живущих гиндзюцу, что полностью сотрет воспоминания об этом дне. Значит, я забуду все, что ты мне показал. Нет, я хочу, чтобы ты знал, что все жертвы и страдания, что ты перенес, не были напрасны. Я использую гиндзюцу, которая сработает в последний момент твоей жизни. Тогда ты вспомнишь все, что сейчас узнал. Эй, Саски, ты ничего не забыл? Итачи возродили на войне. Я знаю. Поэтому гиндзюцу сработает именно в тот момент, когда Кабуто развеет Эдо Тенсей. Последний человек, которого ты видел перед смертью, буду я. Посмотрев мне в глаза, сработает моя техника, и тогда перед уходом ты вспомнишь все.
Наруто согласился с тем, что это хорошая идея отблагодарить Итачи за то, что он сделал. После они продолжили говорить и начали обсуждать разные темы. Итачи высказывал свое недовольствие насчет первой встречи с Арадой и Саски. Напоследок, когда Саски и Наруто начали приготовления для отбытия и пришло время прощаться, Итачи сделал то, о чем давно мечтал. А именно, тыкнул двумя пальцами по лбу Саски. В этот символичный жест были вложены все чувства Итачи, что он испытывал за все эти годы отступничества: скорбь, сожаление, тоска и безграничная любовь. Саски смотрел на брата, который все так же держал поднятую руку у его лба, а его глаза наполнились слезами. Уверен, мне не стать таким же сильным и хорошим человеком, как ты. Но обещаю, что приложу все усилия, чтобы защитить то, за что ты боролся. Описать эмоции Итачи не сможет даже лучший писатель, поэтому я даже стараться не буду. Просто знайте, что он был счастлив. Наруто и Саски вернулись к Джирайи, чтобы забрать Химавари. Объединив чакру с Наруто, Саски использовал Вечное Цукуйоми на Луне с помощью своего Ренигана. Таким образом, с помощью гинзюцу они стерли память всем людям за последние сутки. Саски заставил их вернуться в те места, где они находились изначально. А после, разобравшись с принципом работы черепахи, они вернулись в свое время, и на этом заканчивается альтернативный сюжет. Ну вот и все. Огромное спасибо за просмотр, но, пожалуйста, не торопитесь уходить. Над этим видео работало очень много народу. Кроме человека, что рисовал фреймы манги, все работали абсолютно бесплатно. Да и, честно говоря, у меня самого не было денег, чтобы им заплатить. Особенно в свете последних событий. Все те, кто принимали участие в создании этого сюжета, указаны в описании. Отдельную благодарность хотел бы выразить команде Анирай за очередную помощь по озвучке. Помните, вы можете смотреть аниме с их озвучкой. Надо всего лишь перейти по ссылке в описании на их сайт. Помимо этого, Руслан, который озвучивает для меня Наруто, да и Андрей, очень много ребят. Да, я их всех не упомяну. Я просто оставлю ссылку в описании. Обязательно скажите им спасибо, ну или просто знайте, я не знаю. Мне просто хочется отблагодарить их, потому что они со мной столько лет. С самого первого сюжета, можно сказать. А теперь сообщение для тех, кто хочет еще сюжеты от меня. Чтобы они выходили, пожалуйста, поддержите их. Ситуацию в мире вы и так знаете, посему просить денег мне самому неловко. Но если у вас завалялась лишняя монета, которую вы не прочь поддержать, ссылка на донат в описании. Однако есть и второй вариант. Лайк, подписка и, конечно же, комментарий. Например, кто ваш любимый герой? Вряд ли хотя бы половина до сюда дошла, посему спрошу у меньшинства. Это не первый мой сюжет, и если вы захотите, будет не последним. Решаете только вы. Стоит ли это видео вашего лайка, репоста или же подписки? Решайте сами. Я очень сильно устал, и скорее всего на момент выхода этого видео я очень крепко сплю. И чтобы вы понимали, я только-только закончил это монтировать и сразу сел за озвучку. Ну, финальных титров имеется в виду. И 6 утра. Вот. В общем, удачи нам всем в этой жизни. Пока.